Незадолго до первых дней осени на прилавках появляются арбузные пирамиды. Эта потрясающая ягода утоляет жажду, дает неповторимый вкус и украшает наш рацион. Но немногие задумываются о пользе и вреде арбуза, о похудении на арбузной диете и других прелестях его употребления. Давайте разбираться. Топ-3 факта про арбуз. Самым тяжелым арбузом по книге рекордов Гиннесса является плод весом в 159 килограммов, который вырастили в США. В арбузе содержится 92% воды. Арбуз – это и фрукт, и овощ, и ягода одновременно, и относится он к семейству тыквенных. Польза и полезные свойства арбуза. Благодаря высокому содержанию органических кислот, пектина и волокон, а также витаминов и микроэлементов, арбуз помогает справляться с разными болезнями и является отличной профилактикой многих из них. В качестве мочегонного средства арбуз поможет справиться с отеками, выведет из организма воду, очистит почки и мочеуводящие протоки. Благодаря микро- и макроэлементам арбуз простимулирует обменные процессы, отрегулирует работу печени, почек и выход желчи из организма. Арбузы используются в качестве эффективного и безвредного средства при холецистите и гепатите. В этой ягоде огромное количество металлов и солей, поэтому она принимает участие в процессе кровотворения и регуляции нервной системы. Врачи советуют арбузы в профилактике подагры, поскольку пектин выводит из организма мочевую кислоту и защищает от болезней суставов. Соли калия, которых в арбузе содержится больше, чем в бананах и апельсинах, разрушают камни в почках и выводят песок из организма. Грубые волокна и клетчатка ягоды не дает появляться в кишечнике застойным процессом, а также уничтожает болезнетворные бактерии. Ликопин, который содержится в арбузах, защищает от онкологических болезней и противостоит раку печени, легких, матки, молочных желез и поджелудочной. Полезные вещества арбуза помогают улучшить память, зрение и повышают чувствительность к инсулину. А еще полезные вещества арбуза помогают нейтрализовать кислоты, вырабатывающиеся в организме при обменных процессах. Противопоказания и вред. Многие думают, что арбуз вообще не может навредить человеку, но это не так. В нем содержится очень много клетчатки, улучшающей моторику кишечника. Аналогичным эффектом обладает магний, коего в арбузе тоже очень много. Так, при проблемах с кишечником употребление арбуза может усугубить состояние или вызвать диарею. Это может привести к обезвоживанию. А еще арбузы противопоказаны при хронических болезнях почек или при сахарном диабете. Применение в косметологии. Арбузные маски для лица помогают вернуть коже здоровый цвет и гладкость уже после первого применения. Химический состав этой ягоды увлажняет кожу и снимает воспаление, а еще защищает от солнечных ожогов. С этой проблемой также может справиться не только мякоть, но и корка арбуза. Его следует порезать кусочками, смолоть в блендере до кашицы и смазывать пострадавшие от солнца участки кожи. Применение в кулинарии. Варенье из арбуза пробовали немногие, но сделать его несложно. Вкус просто потрясающий, а польза бесценна. Для приготовления варенья нам потребуется 0,7 кг мякоти арбуза на 1 кг сахара, а также по 10 граммов лимонной кислоты и ванильного сахара, так как своего выраженного аромата эти ягоды не имеют. Плод нужно вымыть, корки срезать, очистить мякоть от семечек и нарезать маленькими кубиками. Все это выкладываем в кастрюлю и пересыпаем сахарным песком. Настаиваем такую смесь в течение пары часов, после чего ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения и оставляем на огне еще на 15 минут, помешивая ложкой или лопаткой. Затем снимаем его с плиты и оставляем, пока варенье не остынет. Процедуру повторяем трижды. При последней проварке в кипящую массу добавляем лимонную кислоту и ваниль. Варим 15 минут, снимаем с огня и раскладываем по заранее заготовленным банкам. Как выбрать и хранить арбузы? Даже во время созревания плода можно попасть на токсичные плоды, поэтому правильно выбирать арбузы нужно уметь по внешним показателям. При постукивании по арбузу должен издаваться звонкий звук. Ягоду можно сжать в руках, она должна похрустывать, а не быть мягкой. При разрезе хорошие арбузы будут иметь неоднородный цвет. Если на срезе мякоть будет идеально гладкой, значит арбуз отравлен. Желтые прожилки говорят про использование химикатов при выращивании плода. Они должны быть чисто белыми.
Чтобы исключить токсичность плода, можно отрезать немного арбузной мякоти и положить в стакан с чистой водой. Если жидкость будет окрашена в розовый, плод сразу же можно отправить в мусорку. И еще покупать арбуз, разрезанный на кусочки или дольки, не стоит. Берите только цельный продукт, а в жаркие дни нельзя хранить плод больше нескольких часов. И делать это можно только в холодильнике. Что будет с организмом, если проглотить косточку от арбуза? Объяснила нутрициолог Елена Дорокнина. Конец июля – самое время для сочных ароматных арбузов, которые начинают продаваться как в супермаркетах, так и на рыночных развалах. Арбуз – любимая ягода для многих детей и взрослых. Это летнее лакомство не только вкусное, но и полезное. Плоды арбуза богаты калием, магнием, железом, фосфором, натрием, а также витаминами А и В. Арбузные косточки, как правило, выбрасывают, но остается вопрос, что будет, если их съесть, не вредно ли это? Чем полезны арбузные семечки? Есть страны, в которых арбузные косточки употребляют вместе с арбузом, и никто не задумывается о том, чтобы их выбрасывать. Но в большинстве регионов России принято по-другому. А ведь семена арбуза способны восполнить суточную потребность человека в полезных веществах. На самом деле арбузные семечки очень полезны. В их составе белки, жиры, витамины, минералы и пищевые волокна. Употребляют в пищу их как в сыром, так в сушеном и жареном видах. Но для лучшего усвоения косточек рекомендуется все же их обжарить. Из наиболее подходящих вариантов приготовления прожаривания на сковороде или сушка в духовке. В первом случае можно добавить полстакана воды и чайную ложку соли. Во втором уложить семечки на бумагу для выпечки и разместить на противне, поставить в разогретую до 160 градусов духовку и довести до состояния сухости. Кстати, в последнее время в продаже можно найти арбузы без семечек, они также обладают ярким вкусом, долго хранятся и мало подвержены болезням. По цене они выше рыночной, так как вероятность гарантированного сбора урожая невысокая, плюс они не дозревают во время хранения. Что можно приготовить из арбуза, если ягода в обычном виде вам уже надоела, рассказали в предыдущей статье. Почему не стоит есть арбуз с семечками на диете? Дело в том, что косточки арбуза достаточно калорийные, примерно 600 кал на 100 грамм. Поэтому, если вы следите за фигурой или находитесь на диете, этот продукт не для вас. Также семечки не рекомендуется употреблять беременным женщинам и детям до 5 лет. Мифы об арбузных семечках. Семечки могут спровоцировать аппендицит. Это не более чем миф, так как в действительности арбузные косточки ничего подобного не вызывают, и врачи уже давно это опровергли. Семечки вызывают непроходимость кишечника. Еще один миф. На самом деле все наоборот, богатые пищевыми волокнами, семена очищают желудочно-кишечный тракт. Что будет, если глотать арбузные семечки? Что будет, если вы или ваш ребенок случайно проглотите арбузную косточку? Ответ прост: ничего страшного. Поверхность у косточки гладкая, но толстая, это может помешать нормальному перевариванию, но не более. Поэтому не нужно паниковать. Помните, при правильном употреблении арбузных косточек вы принесете организму пользу в виде минералов и витаминов, что очень даже неплохо для вашего здоровья. А что случится с организмом, если есть арбузы каждый день, читайте в материале. Если каждый день употреблять арбуз, улучшает состояние кожи и волос. Влияние арбуза на сердце. Арбуз – это не только вкусное лакомство, но и ключ к красоте. Витамин А помогает сохранить кожу и волосы увлажненными, способствует здоровому росту новых клеток коллагена и эластина, которые делают кожу упругой. Чашка арбуза, приблизительно 130 грамм, содержит почти четверть рекомендуемой дневной нормы витамина А. Не менее важен и витамин С. Он полезен для здоровья волос. Усиливает синтез коллагена, необходимый для их роста, улучшает кровообращение в коже головы и помогает избавиться от сухости и ломкости волос. Арбуз помогает похудеть? Ягоду советуют тем, кто стремится избавиться от лишних килограммов. Он быстро выводит воду из организма, дарит чувство сытости и считается одним из самых низкокалорийных продуктов, приблизительно 30 килокалорий на 100 грамм.
Однако питаться исключительно арбузом не стоит. По мнению нутрициолога, можно обойтись без подобных диет, если ваш рацион сбалансирован по количеству углеводов, жиров и белков. Если вы не употребляете продукты, на которые у вас аллергические реакции. Уровень поступаемых в организм калорий соответствует вашему образу жизни. У вас нет генетической особенности, связанной с метаболизмом. Арбуз для сердца. Развитие болезней сердца, вызванных отложениями холестерина, можно предотвратить, если включить в рацион арбуз. Ученые из университета Кентукки в Пердью, США, доказали, что арбузный сок, в котором содержится цитруллин, аминокислота, способствует снижению уровня плохого холестерина. Кстати, если вы хмуритесь, съешьте кусочек арбуза. Другое полезное свойство цитруллина – способность улучшать настроение. Высокий уровень ликопина, жирорастворимого пигмента, отвечающего за красный цвет в арбузе, эффективен для защиты клеток от повреждений и помогает уменьшить риск сердечных заболеваний. А большое количество в ягоде магния, в 100 граммах около 60% суточной нормы, обеспечивает всасывание других полезных веществ – кальция, натрия, калия, что полезно для внутренних органов, в частности сердца. Друзья, прежде чем продолжить ролик, приглашаю вас подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка будет в описании под видео. В нашем телеграм-канале мы публикуем в сжатом формате полезные советы для здоровья. Переходите, мы вас ожидаем прямо сейчас. Чем может навредить арбуз? Арбуз относится к тем плодам, которые коварно мстят за неправильное употребление себя в пищу. Во-первых, это сильное мочегонное, и слишком большие порции за раз чреваты последующим дискомфортом в области мочевого пузыря. Во-вторых, при поедании арбуза сразу после другой еды можно заполучить приступ метеоризма, вздутие и боль в животе, а также расстройство кишечника. Важно учитывать еще одно свойство арбуза – повышенную склонность к размножению микробов. Это означает, что и в мякоти, и в корке очень быстро возникает среда для размножения микроорганизмов. Вот почему нельзя покупать поврежденные или уже разрезанные плоды. Также хранить вскрытый, но недоеденный арбуз вне холодильника. Сегодня мы поговорим о том, кому лучше отказаться от арбуза и о рецептах оздоровления с его применением. Арбуз – это однолетнее травянистое растение семейства тыквенные, бахчевая культура. Растение имеет тонкие, длинные ползучие стебли длиной до 4 метров и более. Плод обычно называется ягодой, а с ботанической точки зрения это сочная тыквена. Мякоть плодов красная или розовая, сочная и ароматная, сладкая на вкус. Размер и форма плодов различаются в зависимости от сорта. Сегодня известно более 1000 разновидностей арбузов с разными вкусовыми качествами и внешним видом. Родиной арбуза считается Южная Африка, где он до сих пор встречается в диком виде. Об арбузе знали еще в Древнем Египте. В наше время растение распространено и культивируется в Китае, Турции, Иране, Бразилии, США, Египте и других странах. Как однолетняя бахчевая культура выращивается по всему земному шару. Рецепты применения. Арбуз обладает множеством полезных свойств и является богатым источником ценных витаминов, минералов и других полезных веществ. Он считается функциональной едой и очень полезен для людей, которые получают большие физические нагрузки на тренировках. Эта ягода одновременно обеспечивает организм быстрыми углеводами, антиоксидантами, аминокислотами. В арбузе содержатся витамины группы В, аскорбиновая кислота, углеводы. В нем также есть железо, магний, растительная клетчатка. За счет магния обеспечивается нормальное всасывание других полезных соединений, что необходимо для внутренних органов, в частности, для сердечно-сосудистой системы. Плод состоит на 90% из воды и является отличным мочегонным средством. В арбузе также есть витамин С, полезный для здоровья волос. Он усиливает синтез коллагена, необходимый для их роста, улучшает кровообращение в коже головы, помогает избавиться от сухости и ломкости волос. Плоды богаты железом, необходимым для кроветворения, что помогает при анемии. Содержание в составе арбуза пектина и клетчатки улучшает моторику кишечника. Употребление арбуза хорошо регулирует протекание биохимических процессов в организме, помогая в лечении артрита и подагры.
Высокое содержание антиоксидантов в арбузе способствует предупреждению процессов старения, защищает организм от возрастных нарушений, борется со свободными радикалами. Это также помогает противостоять развитию различных заболеваний. Щелочные соединения в составе ягоды способствуют регулированию кислотно-щелочного равновесия, поэтому арбуз применяется при ацидозах разного происхождения. Мякоть ягоды приобретает оранжево-красный оттенок за счет ликопина. Согласно исследованиям, это вещество минимизирует риск развития простатита и патологии молочной железы. Выводя излишнюю жидкость из организма, арбуз тем самым помогает избавиться от нескольких ненужных килограммов. При этом он подавляет желание лишний раз перекусить, утоляя чувство голода. Кроме того, арбуз может использоваться при ожирении и необходимости голодания по показанию в ходе лечения. От глистов. Чтобы избавиться от глистов, нужно высушить семечки в духовке, измельчить их в кофемолке или блендере, залить 10 частями теплого молока и оставить настаиваться на час. В день нужно употребить минимум 2 стакана такого напитка. Лучше в несколько приемов перед едой или сразу весь объем на голодный желудок. Курс лечения – 2 недели. При повышенном уровне холестерина. Благодаря своим полезным качествам арбуз эффективно снижает уровень вредного холестерина. Половину стакана семян тщательно измельчите, залейте 3 стаканами горячей воды. Смесь нужно кипятить на медленном огне на протяжении 10 минут, накрыть крышкой, настаивать час, после процедить через марлю. Готовый состав принимают по 1 стакану 3 раза в день. При запоре. Смешайте в равных пропорциях арбузный и апельсиновый сок. Принимайте по полстакана 3 раза в день за полчаса до еды. Такой напиток активизирует перистальтику кишечника, помогает избавиться от запоров, снять симптомы переутомления. Мочегонное средство. В этом качестве используется арбузный сок и отвар арбузных корок. Сок по своей структуре схож с водой, которая находится в клетках нашего организма и регулирует кислотно-щелочное равновесие. Это особо важно при нарушении водно-солевого обмена. Для приготовления отвара нужно взять 1 часть измельченных арбузных корок, отварить их в 10 частях очищенной воды. Готовое средство принимают по полстакана 3-4 раза в день. Кроме этого используется арбузная цедра. С тщательно промытой арбузной корки нужно счистить поверхностный слой, высушить и хранить в темном месте. Принимают по 5-6 грамм трижды в день до еды. При лихорадочном состоянии. Для лечения используется арбузное молоко. Для его приготовления 1 столовую ложку толченых семян арбуза нужно растереть с 24 ложками холодной очищенной воды. Такое средство принимают по 1 чайной ложке каждые 2 часа. При аритмии. В равных пропорциях смешайте арбузный и березовый соки. Принимайте по 1 стакану 3 раза в день за полчаса до еды. Средство снижает давление, способствует ослаблению симптомов аритмии, оказывает и жаропонижающий эффект. Кроме того, таким напитком рекомендуется полоскать рот и горло при воспалительных процессах. При желчнокаменной болезни. Для очищения желчных протоков нужно взять 5 столовых ложек измельченных и высушенных корок арбуза, залить литром крутого кипятка, поместить на медленный огонь и кипятить 25-30 минут. После этого отвару нужно дать настояться при комнатной температуре 40 минут, затем профильтровать через марлю. Готовое средство принимают по 1 стакану за 20 минут до еды 4-5 раз в день. При дисбактериозе, колите. Для приготовления лечебного средства можно использовать как свежую кожуру, так и сушеную. Корку нужно отделить от мякоти плода, очистить от наружной ярко-зеленой пленки, затем измельчить, залить водой из расчета 100 граммов сырья на литр очищенной воды. После смесь нужно оставить на слабом огне на полчаса, далее дать ей настояться около часа и процедить через марлю. Готовое средство принимают по полстакана трижды в день. При нарушении пищеварения. Отвар из арбузных корок можно использовать в качестве дополнительной терапии. Подготовьте 100 граммов очищенных арбузных корок, залейте литром дистиллированной воды, поместите емкость на медленный огонь и варите 30-40 минут. После снимите с огня, накройте крышкой, дайте настояться час, далее тщательно процедите с помощью марли. Готовый отвар принимают по полстакана трижды в день, вне зависимости от приема пищи. При диарее.
Возьмите 150 граммов сухой кожуры, залейте литром кипятка, дайте настояться час. При использовании порошка из корок арбуза нужно брать 1 столовую ложку сырья на 1,5 стакана воды. Готовое средство принимают по 1 стакану 3-4 раза в день за полчаса до еды. При лечении ран, порезов. Мякоть арбуза способствует эффективному заживлению ран и избавлению от синяков. Для этого арбузную мякоть нужно прикладывать к поврежденным участкам кожи несколько раз на протяжении дня. Кроме того, повреждения можно обрабатывать арбузным соком. Для лучшего эффекта измельчите мякоть арбуза, приложите к поврежденной области, закрепите компресс с помощью бинта и пластыря. Для омоложения кожи. Подготовьте полстакана густой манной каши, приготовленной на молоке, арбузный сок, натуральный мед, растительное масло и половину чайной ложки поваренной соли. Смешайте и нанесите на лицо. Держите полчаса. Вред и противопоказания. Арбуз не самый безобидный плод, который можно себе представить. Его нельзя есть с другой пищей, так как это чревато метеоризмом, вздутием живота, болью в животе, расстройством кишечника. Его нужно употреблять в перерывах между основными приемами пищи. Употребление большого количества арбузов может спровоцировать расстройство, запоры, вздутие и обострение заболеваний ЖКТ. Злоупотребление может вызвать чрезмерную гидратацию или водную интоксикацию организма. Лечение арбузом не рекомендуется при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при заболеваниях, вызывающих задержку жидкости в организме, при диарее, колите, гастрите с повышенной кислотностью. Противопоказано употребление арбуза людям с болезнями мочеполовой системы, особенно отягощенными камнями в почках диаметром от 4 мм и более, метеоризмом, коликами, тяжелыми патологиями поджелудочной и предстательной желез. С осторожностью нужно употреблять плод диабетикам. Арбуз особенно опасен, если взращен в искусственных условиях. Для быстрого созревания и набора массы арбузы подкармливают азотными удобрениями, которые сами по себе не особо токсичны, но попадая в желудочно-кишечный тракт, происходит их преобразование во вредные соединения. Такие вещества нарушают транспортную функцию крови, что негативно влияет на уровень гемоглобина, они могут привести к гипоксии и стать основной причиной развития серьезных патологий. Не следует покупать арбузы при дороге, валяющиеся на земле и лопнувшие. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими.